Добрый день, друзья! Вчера получила еще одну посылку из Краснодара. Я заказывала 3 орхидеи. Ссылки на соцсети этой группы, сайта я оставлю в описании под видео. На прошлой неделе я рассказывала о первой посылке, которую я получила из Краснодара, и показывала те орхидеи, которые я заказывала первый раз. Это та же самая группа, тот же самый сайт, но другой садовник. К сожалению, не было возможности сразу снять полноценное видео распаковки этой посылки. Поэтому сейчас вы увидите в очень быстром темпе эту распаковку. Прошли буквально сутки, и я вам расскажу и покажу еще раз эти орхидеи. Итак, я получила 3 орхидеи. К сожалению, названий у орхидеи у 2 нет, у одной есть. Но есть кодовые номера. Это орхидеи от садовника Янг Home, Тайвань. Я была крайне удивлена. Во-первых, посылка пришла за сутки. Ну, понятно, что Краснодар и Ростов – это очень маленькое расстояние, но все равно. И поражена была тем, что орхидеи в размере 2,5, во-первых, отличного качества, а во-вторых, они крупные. Они такие, что месяца через 2-3 они готовы к цветению. Давайте покажу вам отдельно каждую орхидею. Названия нет, но будет картинка, какие я орхидеи заказала. Вот здесь есть номер. И будет фотография этой орхидеи. Мультифлоры, которые должны цвести очень обильно и красиво. Но когда станут взрослыми, конечно. Стаканчики сухие. И это очень хорошо.
Корни при отправке, конечно, были растущие. Здесь даже видно, что они, пока ехали, корни закуклились. Но я думаю, что такие великолепные растения очень быстро пойдут в рост. Не только листьями, но и корнями. Это второй номер орхидеи. Очень крупные. Кто-то меня спрашивал, почему листики светлые? А вот смотрите почему. Орхидея, даже если она была завернута в бумагу и ехала, она все равно немного растила свой листик. И вот листик, который рос в темноте, он оказался такой светлый. Я их вчера достала для того, чтобы поставить их под свет. Я думаю, что листья примут свой настоящий окрас. И здесь тоже были растущие корни. Вот эта орхидея с названием. Очень красивая. Название будет написано. Давайте ее тоже достанем, посмотрим, какие у нее корни. А эту орхидею не так просто достать. Давайте я ее не буду доставать. Здесь и так видно, что очень хорошие, крупные, толстые, сухие корни, но великолепные. Не буду вам рассказывать, как опять поступать с этими орхидеями, потому что будет ссылка на плейлист, в котором подробно рассказано, как поступать с такими орхидеями, которые мы получили по почте. Эти 3 орхидеи будут присутствовать в том же плейлисте, потому что я получила это из одной группы. Я буду их периодически показывать, рассказывать, как у них идет рост корней, как продолжается рост листьев, кто из них первый зацветет. Мы будем за ними наблюдать. Это будет целый сериал, который будет собран именно в этот плейлист. Под теми видео есть еще несколько вопросов, которые нуждаются в ответе. Я показывала, что я обязательно убираю вот этот стакан и переставляю в другой горшок, в обыкновенный пластиковый горшок. Вот так. Потому что если вы будете оставлять в таком горшке, во-первых, эти стаканчики неустойчивые. Во-вторых, если вы распушите мох, он просто не входит в этот горшок. Нужно взять горшок немножко больше. Тогда орхидеи удобно будет там расти. Но пока я оставляю, приведу их в порядок, тогда переставлю в другие горшки. А вот эта орхидея, где мох уже я распушила. Я вам ее показывала. Но как определить, когда поливать этот мох? Во-первых, вы можете вставить, у меня нет деревянной палочки на данный момент, вы можете внутрь мха вставить деревянную палочку. И если, вынимая, она будет влажная, то и мох будет влажный. Только старайтесь поставить эту палочку, не повредив корни, и вставлять второй раз или третий. Сколько вы ее будете доставать, смотреть, ставьте ее в то же самое место. Но я делаю значительно проще. Я опускаю пальчик. И всегда чувствую, влажный мох еще или нет. Потому что по краю горшка, конечно, и корни, и мох будет просыхать значительно быстрее, чем внутри горшка. Но мох должен оставаться всегда чуть-чуть влажным. Вот корни, которые еще не требуют полива. А вот эти корни требуют полива. Но в совокупности мы не можем с вами полить. Вот эти корни полить, а эти нет. Мох все равно впитает влагу, даже если вы начнете его опрыскивать. Поэтому с этими корнями ничего не случится,
А вот эти корни должны просохнуть. Обязательно. И только после этого делать или опрыскивание, или же если мох высох очень хорошо, тогда поливать погружением. Но погружением я поливаю только 1 раз в месяц. В остальных случаях я опрыскиваю корни орхидей. Понаблюдаем за всеми этими орхидеями. Посмотрим, кто из них первый зацветет, кто из них первый начнет активно растить корни и листья. И ни в коем случае не разбирайте орхидею сразу после того, как вы получили посылку. Это самое-самое важное. Стоят ли у меня эти орхидеи на карантине? Да, желательно их поставить на карантин. Мы не знаем, были на них вредители или не были. Вот эти капли, которые присутствуют на листьях, это садовник перед отправкой обрабатывает орхидеи от вредителей. У меня ни разу не приходили такие орхидеи, чтобы на них были или клещи, или щитовки. Да, с покупкой в магазине бывают какие-то вредители, но вот на таких орхидеях не было. Если есть возможность, поставьте их отдельно от коллекции. Но если нет возможности, хотя бы под свет. Им нужен сейчас свет, тепло и покой. И они обязательно начнут расти и, конечно же, цвести. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.